Доброго времени всем! Сегодня соберем конденсаторный электретный микрофон с 25 мм капсулем на микросхеме усилителя ZAT1510. Также подойдут ZAT1512, INA217 и SSM2019. Нужно только будет поменять номиналы в обвязке согласно их даташитам. Так как сборка микрофона одновременно и разработка, и наладка с подбором номиналов и устранением косяков, снять весь процесс не получилось. Но там ничего необычного. Собираешь, слушаешь, меняешь компоненты, снова слушаешь и так по кругу. Я выбрал небольшой дешевый капсуль с AliExpress, чтобы уместить все в корпусе от советского MD66. Очень уж мне понравился его дизайн. Но можно выбрать и большой 34 мм электретный капсуль. Ссылку на него я также оставлю под видео. Кстати, для своих лет MD66 звучал на удивление достойно. Жалко даже было его разбирать. Думаю, этот микрофон был бы весьма неплох для съема электрогитары, но я так и не попробовал. В качестве основного предусилителя в схеме можно использовать JFET транзистор 2N4416, но подойдут и отечественные КП303 с любой буквой. Но лучше выбирать низкошумящие E, D, G, B или V. Выбирайте исходя из цены, которую вы согласны за него заплатить. Также для питания схемы от 5 вольт понадобится двуполярный повышающий преобразователь. У меня это NMA 0515SC. Довольно дорогая микросхема, но компактность требует жертв. Альтернатива — сделать собственный преобразователь или запитать схему от 30 вольт с делителем напряжения. Но это уже совсем странное решение. Кстати, докупив с AliExpress любой USB аудиоинтерфейс с микрофонным входом, можно сделать полноценный USB микрофон. Я же предполагаю включать микрофон в аудиокарту без фантома и питать от USB. И специально для тех, кого не испугали дополнительный провод и трудности компоновки, для всех, кто захочет уместить все в корпус MD66, в архиве будет такая же, как у меня, круглая плата. Для сборки вам понадобится припаять к капсуле ушки и подобрать латунные стойки такой длины, чтобы при вкручивании второй половинки корпуса резьба упиралась в крепежные винты. Таким образом, вся конструкция фиксируется внутри корпуса и земля попадает на его массу. А для всех остальных я подготовил более удобный для монтажа, но и чуть больше в габаритах вариант платы, который можно свободно разместить в корпусах с AliExpress или использовать какой-нибудь другой микрофон-донор. На плате есть контакты G1 и G8, они служат для подключения потенциометра гейна. Он должен быть логарифмическим на 5 кОм. Если не нужен, замените его перемычкой. Последовательно с ним стоит SMD резистор, номинал которого вам нужно подобрать самостоятельно. Этот резистор ограничивает максимальное усиление. Увеличивайте сопротивление до тех пор, пока уровень усиления не будет приемлемым и сигнал не будет перегружаться от дуновения на диафрагму. С моим капсулем и КП303E нормальное значение в районе от 500 до 1000 Ом. Также по вкусу необходимо подобрать выходной разделительный конденсатор. Чем он больше, тем больше низких частот он пропустит. Но вместе с ними и наводки при плохой экранировке микрофона. Отталкивайтесь от 200 нанофарад. Если мало низа, увеличивайте. Блокирующие конденсаторы по питанию 470 микрофарад выбраны с большим запасом. Можно ставить меньше, если их габариты проблемы. На этом все. Качество звучания вы могли оценить на протяжении всего видео. Из обработок только компрессор и деэссор. Думаю, с большим капсулем звук будет еще лучше. Пробуйте, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.